Всем привет, меня зовут Руслан. Я и моя жена Анюта на днях вернулись из путешествия. Вместе мы проехали в общей сложности около 10 тысяч километров. Выехали мы из Сургута в сторону Азовского моря, обогнули его и далее по городам вдоль Черноморского побережья. Чтобы путешествовать с комфортом, мы засунули в данный автомобиль Nissan Note биотуалет, газовую плиту, дополнительные аккумуляторы. Чтобы это все поместилось, пришлось снять задние сиденья. На место задних сидений установили деревянные рундуки, в которые засунули все наше барахло. Ну что об этом рассказывать? Это нужно показать. Давайте пройдем и посмотрим, что из этого получилось. На монтаж строительства такого ящика у меня ушло примерно часа 4. Ну, полдня. В правой части я разместил инструменты, запасное колесо, так как на месте запаски у меня газовый баллон установлен. С этой стороны мы разместили с вещами. Вещей это немного надо на море. Трусы, майка, футболка, шорты. Все. Здесь были продукты питания. Чайник, продукты, сковородка. Ну, мы уже все вытащили. Кастрюли, посуда. Чтобы в случае экстренной остановки это барахло не полетело нам в спину, я закрепил на болты, на котором раньше держалось сиденье. На данное место у нас был установлен биотуалет. Также при экстренном торможении, чтобы мы не оказались в Г, в спину, если унитаз прилетит, будет не очень приятно. Ремешочек, который подтягивает биотуалет, и он уже никуда с этого места не двинется. Ну и как же в дальней дороге без газовой плиты? 5-литровый баллон, Баби, по-моему, 1500-2000 стоит. Точно не помню. Плитка газовая, 400 рублей в Ашане. Так, ну тут шланг, там все понятно. Ставил я его в это место. Затягивали все это дело ремешком. В случае чего никуда не денется, не полетит. В том числе даже на заправках, когда ночевали, кипятили чайник прямо на заправке, не вынося эту плиту за пределы салона. Прямо в салоне автомобиля. Так как предполагалось, что мы поедем с холодильником, нам нужен был дополнительный комплект аккумуляторов. Так как при отключении зажигания бортовые розетки автоматически отключаются. Собрал блок из таких 5 аккумуляторов от источника бесперебойного питания компьютером. Также к нему подключил источник бесперебойного питания с 220 Вт. Выломал там пищалку, чтобы она не пищала в случае отключения электроэнергии. Вот. И дополнительный вентилятор для охлаждения. Ну, он нам не пригодился. Мы только заряжали от него ноутбук, телефон, когда стояли в поле. Дополнительно к нему подцепил розетки автомобильные на 12 вольт. Заряжал я его во время движения, буквально на час подключал через перекуриватель к автомобилю, аккумуляторы заряжались. Тут нет у меня контроллера, который бы сигнализировал о зарядке аккумуляторов, о том, что они зарядились, и автоматически они у меня не отключаются. Я поэтому только на час включал, заряжал во время движения.
Включим его. Конечно, чайник от него не включить. Сразу сработает защита. Это просто для демонстрации. Работает. Разместил я его под переднее сиденье водителя. Вот в этом вот месте. Прикуриватель. Время движения подключал питание автомобиля. Аккумуляторы заряжались. Сиденье водителя выдвигается назад. И все, не видно. Также сюда помещается 10-литровая канистра с водой. И в качестве рукомойника, душа садовый опрыскиватель. Как он работает, никому объяснять не надо, надеюсь. Накачиваете воздух. Все, вода льется. Можно мыть руки, принимать душ. По опыту скажу, что мне помыться 3 литров хватало. Ну, девушкам посложнее, у них волосы длинные. Литров 5. В качестве дополнительного освещения была прикреплена светодиодная лампа. Она может работать от 220 вольт через такой переходничок, блок питания. А также дополнительно к нему прицеплена вилка для автомобильной розетки, дополнительную группу аккумуляторов. В темноте очень радовало. Особенно радовало в темноте, когда мы спали в дороге. Вот эта вот гирлянда. И сейчас она тускло, не видно ничего. Тускло светит. Ночью довольно-таки ярко. Лампу прикрепил на обычные стяжки. Сверху на это место клался матрас, сложенный 3 раза. Вот так все и выглядело в передвижении. Сейчас покажу, как разложить кровать на ночь. Для того, чтобы расположиться на ночь, сдвигаем полностью сиденье вперед, укладываем на переднюю торпеду, водительское сиденье на руль. Вот вы заметили, тут у меня это прищепки прицепили. Тут у меня сделаны такие проволоки. Не было ремней. И я уже в последний день собирались. Я просто из того, что валялось во дворе, проволоку прикрутил к ремням безопасности, к креплению ремней безопасности. Далее на эту проволоку ложится брусок. И 3 фанерки. Чтобы фанерки не ездили, переднее сиденье упираем в фанерку. Вот. Щетки, чтобы не потерялись. И матрас.
Матрас тоже шили последний день. Просто не по размеру немножко шили. У меня 1,80 м рост. Здесь подушка клалась. В наволочки подушек мы положили вещи, и подушки были набитые обычными вещами. Ну как спать с открытыми окнами? Анюта шила такие ставни. Ушки продеваются в стекло. Стекло опускается, продеваются ушки, и стекло поднимается. Все, окна закрыты. Вот так вот выглядит. Также на заднее стекло. Опускалось стекло. Все, ставни готовы. Вперед, сюда ложилась фольга. Ну вот как-то так все и выглядело. Это ставни от других окон. Я не стал их сейчас закрывать. А это от заднего окна. Специально резиночку здесь повесил сзади, чтобы она немножко придерживала наши ставни. Но потом все-таки добавили еще присоски. Для защиты от комаров использовали вот такую сетку. Анюта тоже шила буквально за один вечер. Просто как наволочка одевается на окно. Стекло можно опускать, насекомые беспокоить не будут. На ночь же просто ставились ставни с прищепкой. Ну, когда дул ветер, ставни падали, вот как сейчас. Чуть-чуть поднимали стекло, брали прищепку, складывали. Вот ветерочек проходит, можно дышать. И с улицы через эту щель никто не будет разглядывать, что мы тут делаем. Также сетка одевалась на все двери. Все, воздух проходит, комары нет. В случае, если кому-то ночью приспичит сходить по маленькому, по нужде, ну или по большому, матрас прорезан до середины, это дело так поднимается, ныряешь сюда, садишься на унитаз, второй человек, допустим я, с той стороны, меня будить не надо. Здесь сетки, складывается все обратно, ставни для окон ложатся между подушками дивана.
Да, тесновато. Ну что поделаешь, машина маленькая. Надо в обратном порядке. Брусочек крутится сюда. Мешок сюда бросить. А, тут, кстати, мангал с собой брали. Маленький. Рублей 100-200, наверное, в магазине продаются такие. Солнечная батарея дополнительно. Заряжала они тогда этот момент. Телефон. Хорошо заряжает. На Алиэкспрессе брали. Сюда мы складной столик ставили, стаймя, собранный в состоянии. Придавливали ее вот этой фольгой, которой закрываем переднее стекло. Еще стулья мы с собой брали, палатки. Сейчас покажу, как мы их разместили. И вот здесь вот у нас висели мешочки для всяких мелких принадлежностей. Зубные щетки, там пасты, всякая мелочь, ножницы там, женские штучки. Сейчас я покажу. Вот примерно такие мешочки вешались. Можно было повесить на дерево, либо еще куда-то, либо зажимались туда и висели в таком виде. Брать несколько штук с одной стороны, с другой стороны. Сейчас покажу, куда мы убирались. Анюта шила такой мешок из текстиля. Палатка. В палатке мы не спали. Палатка использовалась как хозблок для приготовления еды. Также там биотуалет был. Стол, на котором готовят зонтики пляжные. 2 штуки. С одних ходили на море, а другой возле машины зонтик стоял. Так, еще один стул. Пенку, на которой ложатся на землю, я не стал нести. И так понятно, как это все. Вот. Мешок уже грязный стал, по дороге ехали. Багажник стандартный, обычный. К нему такие рожки купили. Не знаю, давно брали. Багажник 900 рублей. Рожки, не помню почему. Два таких ремешка. Каждый ремешок выдерживает на разрыв до 300 килограмм. В магазинах продаются. В обычных магазинах. Все, и никуда он не денется. С той стороны велосипеды у нас крепились. Ну, велосипеды я покажу поближе, как крепились. Вот эти вот резинки, задние какие резинки стабилизатора от Газели. Они, конечно, были вот так вот сплошные. Я прорезал верхнюю часть, притянул болтом с гайкой к багажнику, здесь дырку просверлил. И здесь также. Фотографию покажу, как на нем крепится велосипед. Велосипед с собой на дачу не взяли.
У нас два велосипеда было. Один здесь, а второй складной посередине. Покажу наше помещение для принятия душа. Открывалась задняя дверь. Вот Анюта шила тоже. Правда, она сама его одевала. Я его не одевал, только помогал. Надо сообразить, как она его использовала. Вот эта часть. Ну а здесь петельки просто шампурами в землю. Сильно не буду втыкать. Также с другой стороны. Чтобы вам было видно. Завяжу. Можно плескаться. Заходим внутрь. Все. Можно мыться. Сюда вот ставился стул раскладной. На него садовый опрыскиватель. И уже с садового опрыскивателя мылись. Вот так это дело выглядит снаружи. Душевая комната. Для полноты картины не хватает велосипедов сверху. Но это я фотографии покажу. Вот в таких экстремальных условиях, в условиях дождя, пришлось снимать сегодняшнее видео. Надеюсь, вам понравилось, и кто-то возьмет на вооружение наш опыт и построит такой же автодом. Но автодом — это громко сказано. Так, средство для передвижения с комфортом. Микроавтодом. Назовем это так. Спасибо за просмотр. Всем пока.